Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я рад вас приветствовать на своем канале aduiko.com. Сегодня я хотел бы ответить на те вопросы, которые вы задали в моей группе Facebook Дуйко, Кайлас и РТЕ. Я опубликовал вчера пост. Задайте под постом свой вопрос по здоровью, отвечу на него в завтрашнем вебинаре по здоровью. Я получил 123 комментария, постараюсь ответить на данные вопросы. А также я вижу, как вы пишите мне в вебинарной комнате на моем сайте aduiko.com, компании «Тибетская формула». Сразу же несколько слов. Я, конечно же, не противник традиционной медицины. Я за то, чтобы традиционная медицина помогала людям. Я за то, чтобы те люди, которые слушают меня, обращались к лечащим врачам, имели своего врача и определяли, что такое недомогание и как необходимо подходить к его лечению. Я считаю, что обращение к врачу очень часто может создать беспрецедентный успех в ходе выбора стратегии лечения заболевания. Тем не менее, хотелось бы несколько слов сказать вот о чем. Существует ряд таких уникальных, наверное, можно их сказать, видов помощи, которые дают альтернативное восприятие некоторых заболеваний. И данное восприятие этих заболеваний может категорически и так глобально изменять применение таких рекомендаций, может помочь человеку избавиться от ряда заболеваний, и они очень часто нетрадиционные. Сегодня я буду это подчеркивать отдельно, когда я буду читать ваши комментарии. То есть очень часто наша медицина традиционно объясняет, допустим, какое-либо заболевание с одной стороны, но как бы мы его не лечили, помощи не приходит. И в случае, если мы начинаем как бы немного с другой стороны ориентироваться на данное заболевание и применять мои рекомендации, то эффективность и лечение заболевания увеличивается. Ну, давайте попробую поотвечать на вопросы. Итак, Галина Киричок. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Ацетон у ребенка 5 лет. Что попринимать? Большое спасибо за вашу помощь. Вот один из механизмов появления ацетона у детей, здесь необходимо несколько раз подчеркнуть, традиционная медицина воспринимает как заболевание формирования кетоновых телец и появление ацетоуксусной кислоты, а также жироаромамасляной кислоты. И считается, что это происходит на фоне либо перевозбуждения ребенка, либо его повышенной активности, либо еще по каким-либо критериям, их там достаточно большое количество. Это может быть развитие сахарного диабета 1 и 2 типа, ацетон может появляться в крови, ацетон может появляться в моче, появляется кетонурия и так далее. И традиционно наша медицина, она советует изменить рацион питания ребенка, то есть она советует изменить рацион питания так, чтобы у ребенка не было жирной пищи, ограничивать ребенка в потреблении пищи и так далее, уменьшить количество употребляемых углеводов, уменьшить количество употребляемых белков и так далее. И альтернативное видение данного заболевания. Как правило, рекомендации врачей очень часто, конечно же, помогают ребенку, потому что назначают ребенку большое количество питья воды, назначают энтеросорбенты всевозможные, и, конечно же, ребенок начинает лучше себя чувствовать. Но что же происходит, по моему мнению, на самом деле? Когда человек дышит, то каждый раз, когда человек дышит, он на протяжении часа из организма человека выходит до 50 граммов жидкости, воды. Именно поэтому человеку, который весит 100 килограммов, необходимо на протяжении дня выпивать не менее 1,5 литра воды. Ну, 100 умножить на 50, получается сколько там? 500 грамм. Да? Таким образом, человеку необходимо на протяжении дня достаточно большое количество воды употреблять. Я, наверное, много сказал. Человеку необходимо не менее литра на протяжении дня употреблять воды. Когда ребенок дышит, а он дышит чаще, он ведет более активный образ жизни, у ребенка происходит обезвоживание. Это очень частое явление, которое я вижу. Каким образом оно происходит? Ребенок потеет, потому что он активный, он потеет и эндогенно, он потеет под одеждой, он более активный, чем взрослый человек.
Ребенок потеет, потому что родители на него одевают очень много одежды, не обращая внимания на то, какая температура окружающей среды. Дети обычно очень подвижные. И у некоторых детей, в отличие от другого вида детей, которые любят попить водички, есть дети, которые не любят попить водички. Вот те дети, которые потеют, и те дети, которые более активные, есть среди них такие дети, которые потеют и не любят при этом пить воду. Вот те дети, которые не любят при этом пить воду, это дети, у которых будет 100% появляться ацетон. Это гарантированно 100%. Обратите на это внимание. В случае, если ваш ребенок бегает на улице и потеет, это хорошо. Но обязательно во время того, когда ребенок у вас бегает и потеет, в это время давайте ему чистую воду. Если вы будете это делать, то тогда ацетон у вас подниматься не будет. Также сделайте так, как я вас научу. Ацетон у детей может являться следствием аллергической реакции и длительной аллергической реакции. Длительная аллергическая реакция может быть на прием определенных продуктов питания, а также может быть просто аллергия на цветущие растения и так далее. Определять это невозможно, но на самом деле и не нужно. Существует нетрадиционный метод. Этот нетрадиционный метод — это метод купирования, появления и увеличения количества нейтрофилов, которые появляются у ребенка в тот момент, когда у него появляется обострение аллергическое. И когда появляется обострение аллергическое, то происходит увеличение нейтрофилов. В свою очередь это снижает иммунитет ребенку, и как правило именно это может способствовать повышению ацетона в том числе. Именно поэтому, по моему мнению, необходимо давать ребенку воду, в которой разбавлено небольшое количество хлоридов натрия. Именно поэтому я рекомендую детям, которые страдают ацетоном, на протяжении дня без изменения питания, путем устранения жареной пищи, там, чрезвычайно сладкой пищи, давать такому ребенку подсоленную, обычной поваренной солью в небольшом количестве обычную воду. Желательно, чтобы это была уже комплексная вода. Среди видов воды, которые есть на территории Украины, я рекомендую использовать слабоминерализированную воду Миргородская, Поляна, Квасова. Среди, наверное, российских вод это Ессентуки, это Боржом. Вот рекомендую такие минеральные воды использовать, в которых есть яркий признак и послевкусие подсоленной воды. Именно такую воду и необходимо давать ребенку, который болеет заболеванием ацетона, никто не может справиться. И вы убьете таким образом двух зайцев. То есть первое, вы сможете справиться с ацетоном, и второе, сможете справиться с аллергией. Таким образом, вы, не изменяя ни рацион питания, не сгущая краски, не особо переживая, не особо леча ребенка, сможете помочь ему справляться с высоким ацетоном. Также хочу вам сказать, что не стоит ограничивать в активности ребенка. Ну, конечно же, есть второй вариант. Это уменьшение или ограничение ребенка в его активности, то есть заставить ребенка, чтобы он вел пассивный образ жизни, сидел с телефоном, там как можно меньше двигался, уменьшить количество употребляемой пищи, уменьшить количество углеводов, не давать жирную пищу, не давать жареную пищу и начинать издеваться над своим ребенком. Но я хочу вам сказать, что есть еще характер у детей, и такие дети, они вынуждены все-таки увеличивать количество движений, и это все может создавать вот такой процесс обезвоживания с повышением ацетона. Ну и второй вариант, это, конечно же, всегда с повышением ацетона происходит ухудшение деятельности поджелудочной железы, это может сформировать в дальнейшем появление сахарного диабета. И именно поэтому я часто советую, в случае, если вы собираетесь убирать ацетон у ребенка, давайте ему препарат Панкрисорб моей компании, также Бактамакс. Бактамакс 1 таблетка 1 раз в день, Панкрисорб 1 таблетка 3 раза в день, Аллергонорм 1 таблетка 2 раза в день, и обязательно давайте на протяжении дня минеральную воду с соленым вкусом. Это полностью избавит вашего ребенка от ацетона, и вы наконец-то поймете и забудете, что такое ацетон. Иначе наша традиционная медицина, к сожалению, со своим подходом не сможет помочь вашему ребенку. Галина Неяскина.
Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сильный шум в ушах, приступами и гепатит. Но, говорят, цифры анализа малые. С уважением к вам. Вся проблема, которая связана у человека с шумом в ушах, по моему мнению, заключается в нескольких сценариях. Первый сценарий — это низкое или пониженное давление. Очень часто при пониженном давлении гипотонии, при пониженном давлении коронарных сосудов у человека появляется шум в голове. Такой шум в голове, по моему мнению, связан еще и с развивающимися заболеваниями сосудистого характера. И второе, с заболеваниями, связанными не выделением, согласно тибетской медицины, желчи. Любой шум в голове и в ушах тибетская медицина расценивает как заболевание печени. И считается, что угнетение выделения желчи, заболевание печени, невырабатывание желчи приводит к появлению шума в голове. И это как раз вы и описываете. То есть вы говорите, что у вас гепатит и появляется шум в голове. Такой шум в голове правильно появляется, очень часто проявляется при токсическом отравлении, связанным с гепатитами и, конечно же, с развивающимися заболеваниями печени, будь то развивающийся цирроз или развивающийся гепатит и с его осложнениями. Итак, каким образом это необходимо лечить? Тибетская медицина говорит о том, что в тот момент, когда у человека шумит в голове, сразу же хочу сказать, что это не традиционные советы, а советы, взятые из книги Вардурьян Бо. Это советы тибетской медицины. Там говорится о том, что если у человека появляется шум в голове, то человеку необходимо производить раздражение горла с целью вырвать. То есть у человека должен включиться рвотный рефлекс, и считается, что шум в голове убирается в тот момент, если человек выпивает воду и вырывает эту воду. Обычно для того, чтобы это происходило лучше, заваривают растение грушанка и выпивают его в небольшом количестве, 500 граммов, 400 граммов, и рвотным таким рефлексом останавливают шум в голове. Помогает ли это? Да. Это помогает. Но мы не из средневековья, именно поэтому, зная, что происходит в тот момент, когда человек вырывает, мы знаем, что в этот момент выделяется большое количество желчи. Именно поэтому от себя могу сказать, что употребление в небольшом количестве препаратов с горечами могут помочь избавить человека от шума в голове. Итак, горечи находятся в моем препарате, который называется Амарум. 1 чайная ложка амарума держится во рту, после чего полоскается во рту и глотается, после чего запивается водой. И второй вариант, который я тоже рекомендую людям, у которых есть шум в голове: 1 столовая ложка препарата Амарум на стакан воды, выпивать 2, 3 или даже 4 раза в день на протяжении 1-2 месяцев. Также второе, обязательно увеличивать активность мозга. Это можно сделать за счет применения препарата Тутус Асинкуте и Бирол. Бирол принимать по 30 капель на столовую ложку воды 2-3 раза в день. Препарат Тутус Асинкуте по 2 таблетки 3 раза в день. Тибетская медицина в этом случае советовала использовать тибетский настой от всех заболеваний или настой, который помогал человеку избавиться от старости. В этот настой входило: первое — это бессмертник полевой, березовые почки, ромашка и зверобой. По 2 столовые ложки на 2 стакана воды, выпивать 1 стакан 1 раз в день. И это, по идее, говорило о том, что человек может избавиться от шума в голове, улучшить концентрацию, улучшить память и омолодиться. Кстати, хотел бы сказать, что очень помогает еще заваривание верхних цветочков, знаете чего, наверное? Это черная ягода, как малина, ежевика. Вот. Заваривание верхних соцветий ежевики
высушивают их и заваривают 1 чайная ложка на стакан воды и поят тех людей, у кого высокий ацетон. Исчезает запах изо рта, исчезает ацетон мочи в крови и очень помогает. Детям, в случае, если дети болеют, грудные дети болеют таким заболеванием, и от них очень четко и ярко выраженно чувствуется ацетон, то рекомендуют обмывать таких детей в заваре без сахара плодов белой шелковицы, можно и черной, или используют листья шелковицы, можно и белые, можно и черные. Вот так. Далее, что делать с гепатитом? В моей компании разработан препарат, он называется Гепафит. Принимайте по 2 таблетки 3 раза в день. Второй препарат называется Бетулин. Возьмите и принимайте препарат Бетулин по 2 таблетки 4 раза в день 2-3 месяца. И препарат Эмбрио Плюс. Принимайте по 2 таблетки 3 раза в день. Таким образом, принимая данные препараты 2-3 месяца, вы сможете избавиться и от сильного шума в ушах с приступами, и от гепатита. Тибетская медицина говорит, что от шума в ушах помогает такие растения. Радиола. Считается, что индийская медицина аюрведическая говорит о том, что очень полезно производить масляное вытягивание шеи, или голову и шею смазывают маслом человека, кладут лицом вниз, при этом вот так по шее ведут и до ушей, как бы растягивая человеку шейный отдел, и проводя по лицу и заканчивая его волосами, немножечко как бы растягивая и шевеля голову в левую и в правую сторону. Вот такая аюрведическая процедура, я не помню, как она называется, какая-то карма, помогает избавиться от шума в ушах. Помогает ли это? Да, в целом помогает избавиться не только от шума в ушах, а еще и от окклюзии и стенозов сосудов шейных отделов, а также избавиться от ущемлений всевозможных в позвоночнике, улучшает зрение, ну и как один из элементов, как бы считается это основным назначением при заболеваниях как раз вот такого внезапного шума в ушах, внезапного шума в голове. Валерия, с раннего детства мучаюсь с проблемами ЖКТ. Когда было 3 года, напившись воды, побежала и упала на живот. Было желудочное кровотечение, зашкаливал ацетон, лежала в реанимации. Врачи долго не могли поставить диагноз, преобладали боли в области пупка. Сейчас мой рацион очень ограничен. Бывает, на ровном месте начинается мучение с животом. Пища в основном вареная, большинство фруктов в сыром виде, и овощей не переношу, молоко тоже. Любые новые продукты вызывают проблемы с ЖКТ. Далее присоединилась миопия, не связаны между собой. Скажите, в чем причина всего этого? Как скоро я смогу избавиться от мук с животом? Что вы мне посоветуете? Скорее всего, вы потеряли бактериальный фон своего кишечника. Бактериальный фон кишечника теряется в случае, если у человека очень снижается кислотность желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому вы не можете ничего есть, потому что очень низкая кислотность желудка. И что необходимо делать для того, чтобы восстановить это все? По моему мнению, необходимо начинать с небольшого количества употребления лимонного сока в очень маленьких концентрациях. Начинайте четверть чайной ложки 1 раз в день. Несколько капель буквально. Заставляйте себя по чуть-чуть принимать лимонный сок, увеличивая дозу за несколько недель до 5 ложек за 1 прием. Или даже четверть стакана, или даже полстакана лимонного сока. Применяя такой лимонный сок, делая это даже 1, 2 или даже 3 раза в день. В чем особенность? Лимонный сок — отличное вещество, которое помогает появляться вашим бактериям вашего желудочно-кишечного тракта, так как бактерии развиваются на подкисленной вот такой среде, на белках. При этом я очень рекомендую использовать еще и ряд моих препаратов, которые уберут вот такие экзогенные, возможно, колонии, возможно, бактерий или микробов, которые у вас проживают в вашем кишечнике и являются для него поражающими, депрессивными можно назвать даже. Таким образом, какие это препараты? На первое место поставим Эмбрио Плюс по 1 таблетке 2-3 раза в день. Второй препарат — это маточное молочко.
по одной таблетке тоже 3 раза в день. Третий препарат — это золотой желудок, 1 таблетка 3 раза в день. И четвертый — коллаген моей компании, тоже по 1 таблетке 3 раза в день. В дальнейшем можно принимать препарат Бактомакс по 1 таблетке 3 раза в день. И в случае, если вы не хотите принимать лимонную кислоту, можно принимать препарат Бактомакса, начинать прямо сейчас. В данном случае пока принимать препараты сорбенты вам не нужно. Вам необходимо будет начинать принимать препараты сорбенты спустя 1 месяц после прохождения вот такой терапии такими препаратами. От себя хочу посоветовать прием еще горечи. То есть купите горечи Амарум, принимайте 1 чайную ложку, желательно утром и желательно за 10-15 минут до еды, держа во рту, полоская во рту и после этого выпиваем. Также хочу сказать, что вам категорически нельзя принимать ягоды черного цвета. Дальше старайтесь уменьшить количество употребления баклажанов. Принимайте сырой сок картофельный по чайной ложке 1, 2, даже 3 раза в день. Полностью уберите творог и кефир, он вам тоже не нужен. Андрей Андреевич, скажите, молоко полезно взрослому человеку или нет? Я очень часто вижу публикации, в которых советуют полностью взрослому человеку убрать молоко из рациона своего питания. Я вам хочу сказать, что молоко в действительности своей очень полезно. Кому полезно? Очень полезно вегетарианцам, очень полезно женщинам. Почему? Дело в том, что в молоке находится большое количество железа. Именно поэтому, когда человек употребляет молоко, он употребляет еще и большое количество железа, содержащего вещества. Именно поэтому людям, у которых есть анемия железистая, у людей, а это очень большое количество людей, которые принципиально худеют, соблюдают здоровый образ жизни, не принимают мясной пищи, я таким людям советую принимать, увеличить в рационе своего питания употребление молока. Потому что обычно мы железо получаем гемолитическое, принимая его совместно с красным мясом, и получать такое железо мы можем в случае, если принимаем просто молочные продукты. Я хочу сказать вам, что молочные продукты в целом полезны человеку. Я имею в виду чистое молоко из-под коровы. Такое молоко из-под коровы может быть еще и удивительным поставщиком в рацион питания витамина D3, который необходим человеку, так как витамин D3 помогает разгрузить лимфатические узлы щитовидной железы, паращитовидной железы, улучшить общий иммунитет. Но для того, чтобы принимать молоко и принимать его так, чтобы там были витамины D, его необходимо облучить. Каким образом? Чтобы оно постояло под солнцем. Поставьте молоко в банке на солнечный свет, пусть оно постоит 1, 2, 3 часа, не закрывайте его крышкой. Через 2-3 часа в таком молоке будет высокое содержание витамина D. D1, D2, D3. Такое молоко очень полезно, особенно детям, которые растут. Если у ребенка низкий вес, низкий рост, я рекомендую принимать вот такое парное или такое теплое молоко, которое предварительно облучено лучами солнца. Молоко вам нельзя. Ну вот вам молоко я и не советовал. А я советую молоко тем, кто имеет проблемы с железистой анемией. Наталья Гудзоватая. Добрый вечер. После ковида появилась болезнь псориатический артрит. Спасибо за ваше внимание и помощь. Да, очень часто после перенесенного вирусного заболевания у человека появляются аутоиммунные заболевания. Среди на первом месте аутоиммунных заболеваний это ревматоидный артрит. Ну, у вас конкретно это проявилось в виде псориатического, возможно, в дальнейшем артрита. Каким образом можно избавиться от псориатического артрита? Итак, первое. Псориатический артрит является следствием уменьшенного количества калия. Именно поэтому человеку, у которого появляется артрит, необходимо увеличить калий и начинать принимать калий-содержащие продукты питания. Второе. Нужно убрать из рациона питания все продукты, которые каким-либо образом могут бродить. То есть вот смотрите.
глюкоза, которую принимает человек, может навредить человеку в том, что, принимая продукты питания, он запивает сладким чаем или сладким соком, и это в дальнейшем может привести к брожению. Ягоды могут заставить бродить в его кишечнике пищу. Именно поэтому ягоды необходимо отделять от общего приема пищи. Ни в коем случае нельзя принимать квас, ни в коем случае нельзя пить алкоголь. Особенно вреден алкоголь, это вино, особенно плохо принимать пиво. Что необходимо делать? Людям, у которых есть псориаз, они должны убрать продукты питания, кефир, сладкое принимать между приемами пищи, убрать пиво, продукты брожения. Из препаратов увеличивать иммунный ответ. Иммунный ответ увеличивается за счет приема препаратов. Первый — Инстамакс по 2 таблетки 3 раза в день. Мумиё по 2 таблетки 3 раза в день. Каменное масло 1 таблетка 2 раза в день. Маточное молочко 1 таблетка 3 раза в день. Иммуногрант 1 таблетка 3 раза в день. Сейчас, пока идет весна, очень рекомендую каждый день съедать не менее 1 пригоршни. Пригоршня — это пища, которую можно насыпать в одну собранную ладонь. Принимать не менее 1 пригоршни свежей ягоды черники. Свежую ягоду чернику лучше не солить, лучше не сахарить, лучше не добавлять ничего сладкого. Не нужно добавлять мед, потому что когда вы добавите мед, черника в вашем желудке начнет бродить, и в вашем кишечнике начнет бродить, и нам этого не нужно. Чернику лучше кушать натощак в утреннее время, за 1-2 часа до приема пищи. Такая черника может помочь избавиться в том числе от псориатических бляшек и артрита в том числе. Дальше принимать препарат Артридикс по 2 таблетки 3 раза в день. Увеличить прием кальция в препарате цитрат кальция или цитрокальцимин. 1 чайная ложка на стакан воды каждый раз после каждого приема пищи. Далее мази. У нас есть разработанная мазь, она называется Псориатикс. Вот используйте данную мазь. В случае, если не помогает, можно использовать мазь, которую рекомендуют в нетрадиционной, вернее, медицине. Это мазь солидол называется. Необходимо купить темный солидол, смазывать солидолом просто места поражения псориазом. Могу сказать, что изучая длительное время само заболевание, говоря об этом заболевании очень давно, могу сказать, что самой эффективной мазью на сегодняшний день все равно остается солидоловая. Кто бы что ни говорил. Именно поэтому солидол в чистом виде является одним из таких мощных компонентов, который помогает избавиться от псориаза. Тут же стоит оговориться. Дело в том, что очень часто псориаз — это длительно развивающееся заболевание, и очень часто псориаз может поражать до 50 и более процентов участков кожи. Так вот, я бы хотел вам сказать, в случае, если у вас огромные поражения кожи, то есть псориатические бляшки покрыли там вашу спину полностью, или ваши бедра, или ваш живот, и ваши, я не знаю, руки и так далее. То есть они имеют больше 20% покрытия вашего тела. То использовать мази ни в коем случае нельзя на всю поверхность. Необходимо выбирать поверхность, которая будет не более 2,5-3 квадратных сантиметров. То есть в случае, если у вас псориатические бляшки на одном локте и на другом, то в один день здесь мажете, другой день здесь мажете. В случае, если это большая псориатическая бляшка, большой, вернее, очаг поражения на груди, то выбирайте один участок, мажете в первый день, второй участок на второй день, третий участок на третий день и так далее. То есть вот таким образом людям, страдающим псориазом, я бы хотел посоветовать прогревание, хотел бы посоветовать криосауны, сауны теплые, также парные с добавлением в воду, которые будут парить человека, ароматических масел можжевельника, лимона, чабреца, аниса и чайного дерева. Также прием в большом количестве мочегонных растений, таких как березовые почки, березовая кора, березовые листья, париться с березовыми вениками. Из моих препаратов рекомендую использовать препарат дополнительно бетулин и трибетин по 1 таблетке 3 раза в день.
Татьяна Кубрина. Спасибо вам за все, что вы делаете, пожалуйста. Вопрос. 2 года, температура держится 37,2, 1 год и тонкий стул или понос. Очень сушит кожу под подбородком. Хождение по врачам ничего не дают. Колоноскопия никак или ничего особенного не показала. Боюсь, как бы не рак, мне 46 лет. В случае, если у человека держится температура 37,2, то очень часто это является следствием повышенных, вернее, воспалительных процессов или недостаточных гормонов женских. Именно поэтому, когда повышенная температура, то женщине необходимо сразу же обращать внимание на ее циклы месячных. В случае, если есть нарушения, начинать проверять именно вот такие процессы. Я рекомендую вам следующие препараты. Женское здоровье, Климактерикс по одной таблетке 3 раза в день. Для того, чтобы устранить понос или диарею по-другому, необходимо начать принимать, допустим, календулу. Можно купить настой календула, 1 столовая ложка на 1 стакан воды 2-3 раза в день. Также вы должны знать, что диарея очень часто является просто инсулинорезистентностью или по-другому ожирением или формированием сахарного диабета 2 типа. Именно поэтому, для того, чтобы этого не было, уберите полностью из рациона питания любую сладкую пищу. Старайтесь минимизировать количество приема углеводов в рационе своего питания. Старайтесь принимать мои препараты, которые снизят глюкозу в крови. Это и инсулин в том числе. Снизит инсулин подкожно, поможет препарат, который называется жир-стресс по 2 таблетки 3 или даже 4 раза в день. Глюконорм 1 таблетка 3 раза в день. Поркус 1 таблетка 3 раза в день. Каолин 1 столовая ложка на 1 литр воды взбалтывая, выпивать 1 литр 1 раз в день, курс лечения хотя бы 1-2 месяца. Также для того, чтобы улучшить бактериальное состояние вашего желудочно-кишечного тракта, принимайте Эмбрио Плюс по 2 таблетки 3 раза в день. Можно еще и Мумию. Ирина Рыжова. Не понимаю, что говорят люди. Слышу, что говорят, а что переспрашивать приходится по 100 раз. Лор врачи разводят руками. Не знаю, что это. Может, вы поможете? И на протяжении 20 лет капаю капли в нос, чтобы дышать. Без них не могу. Скорее всего, у вас вазомоторный ринит аллергического происхождения. И аллергия с отеком носоглотки у вас происходит как раз из-за употребления данных капель. Для того, чтобы устранить вот такой вазомоторный ринит, аллергический, вам необходимо начать просто принимать мои капли. Они называются трангиновые. Закапывая нос 4-5 раз в день на протяжении 1 месяца, после чего избавитесь от такого насморка. Также, когда вы будете закапывать каплями нос, вам придется носить в носу тампончики из обычной ваты. Возьмите небольшие тампончики, чтобы они не выглядывали из носа, поставьте себе в нос и носите их в тот момент, когда будете пользоваться каплями трангиновыми. Насморк исчезнет и будете заметнее, лучше чувствовать себя. Далее, почему человек перестает слышать, а если точнее понимать то, что говорят люди? Очень часто это связано с потери элементов концентрации. Потери элементов концентрации могут быть обусловлены недосыпанием по ночам, тревожными состояниями, неврозами, также проблемами, связанными с сосудами мозга и сосудами шеи. Для того, чтобы убрать это все в комплексе, я рекомендую использовать несколько препаратов. Итак, первый препарат Тутус, второй препарат Гваргин и третий препарат Мнемонорм. Тутус, Гваргин и Мнемонорм принимайте по 1 таблетке 3 раза в день, а нос закапывайте трангиновыми каплями. Я надеюсь, вам нравится мой вебинар, который я сегодня провожу. И вы черпаете для себя полезную вам информацию. Елена. Она пишет сейчас в моем онлайн-чате компании aduiko.com. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Дочери 30 лет, периодически на руках мокнущая экзема, неусвоение железа, пониженное давление, проблема с суставами после беременности, расхождение тазовых костей. Подскажите, пожалуйста, какие препараты ТФ можно принимать для того, чтобы минимизировать возможное отрицательное воздействие вакцины на организм? Вакцинирование не избежать, принуждения. Спасибо за ответ. Сейчас я коснусь, конечно же, вакцинирования. Итак,
Если у дочери мокнущая экзема, то это может быть следствием такого заболевания, как нейродермит. Потому что все остальное, что вы перечислили, включая расхождение тазовых костей и неусвоение железа и пониженное давление, это реакция, как правило, организма на определенные невротические или неврозоподобные состояния. Именно поэтому на первое место необходимо ставить лечение нейродермита и, конечно же, восстановление флоры кишечника и, конечно же, обязательно устранение неврозов. Устранение неврозов необходимо принимать препараты, ну самый простой препарат, конечно, валерьяна. Конечно, ее забыли и к ней так несерьезно относятся, и очень напрасно. Я поклонник валерьяны, мне нравится валерьяна. Я за то, чтобы люди ее принимали. Это настой валерьяны, допустим, пустырника, и можно еще добавить хмеля. Это успокаивает, восстанавливает нервную деятельность, у человека улучшается память и зрение, как ни странно, и даже давление исчезает. Ну а теперь мои препараты. Конечно же, убрать вот такие неврозоподобные состояния невозможно, если не увеличить прием препарата B6 и магния. И этот препарат есть в нашей компании, он так и называется, магний B6. Принимать его необходимо по 2 таблетки 3 раза в день. Второй препарат, кальций, магний, цинк. Принимать тоже по 1 таблетке 2 раза в день. Это поможет сформировать правильную реакцию мышц для того, чтобы из гладкой мускулатуры выходил кальций, а в опорно-двигательную систему поступал кальций. И третий препарат, и цинк улучшит состояние кожи. И третий препарат — это препарат паставид, который ее успокоит, и препарат нон-экзантемин, это препарат от нейродермита. Чем необходимо смазывать? Вот такую псориатические бляшки очень хорошо смазывать, я забыл об этом сказать, мазью Габбана, псориатикс и Габбана. И очень хорошо мазью, которая называется изотоновая. Выберите одну из них. Вот такую мокнущую экзему, ее необходимо сначала присушивать. Чем ее необходимо присушивать? У нас есть присыпка с лейкоподием, которую разработала компания «Тибетская формула». Вот мокнущую экзему хорошо такой присыпкой присыпать. Она сформирует такой геморрагический шанкар. После чего, когда сформируется геморрагический шанкар, его необходимо смазывать изотоновым бальзамом. Одним словом, вот мои рекомендации, можете в дальнейшем использовать. Анастасия Шнайдер. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно использовать аптечный окситоцин в нос? Ждем посылочку с ТЭФ, но пока идет. Необходимо посмотреть в окситоцине, который продается как аптечный, какой процент действующего вещества. Так вот, в нос необходимо вводить окситоцин так, чтобы там количество действующего вещества было не более 5%. Таким образом, берете окситоцин медицинский, смешиваете его с физраствором так, чтобы у вас получилось 2% действующего вещества, и можете его закапывать в нос. Да, можно. Это одно и то же действующее вещество. Галина. Мне сейчас 60. Если не делать так, то может произойти отек носовой, отек слизистой оболочки носоглотки, и это не очень хорошо. Галина. Мне сейчас 62 года, лет с 35 очень потеет голова, даже при незначительных нагрузках. Это называется гипергидроз. В жару просто вся мокрая, гормоны в норме. Подскажите, что это и можно ли что-нибудь с этим сделать? Еще месяца 4 назад появилась пульсация во всем теле, из-за этого проблемно засыпать. Очень часто наша реакция на неврозы проявляется в виде внезапного вспотевания. Это очень часто является невротическим проявлением. Второе проявление. Так проявляется инсулинорезистентность. Очень часто, увеличивая гликогены в митохондриях, клетках, происходит при невротическом выделении адреналина, формирование, выгорание или появление
разрушение этих митохондрий с выделением огромного количества тепла. В этот момент у человека появляются вот такие признаки колоссального вспотевания, гипергидроза. Как с этим всем справляться? Наговорил вам, да? Итак, первое. Необходимо принимать препарат магний B6. Второй препарат паставид или сирантал. Третий препарат гипергидрозин по 2 таблетки 3 раза в день. Четвертый препарат это препарат глюконорм. В обязательном порядке жир-стресс. А еще полностью убрать из питания сладкую пищу. Она вам не нужна. Вы ее должны убрать на 3-5 месяцев. То есть вы должны убрать алкоголь, вареную колбасу, копченую колбасу, свинину и сладкую пищу. Этого достаточно, даже фрукты. И это нужно убрать на 3-4 или даже 5 месяцев. Исполняя или используя мои рекомендации, простите, вы сможете очень быстро, заметнее улучшить свое состояние. По поводу принудительной вакцинации. Даже в случае, если данная вакцинация принудительная, вам необходимо обратить внимание на аутоиммунные заболевания. В случае, если у вас хроническая диарея, хронический запор, в случае, если у вас аутоиммунный тиреоидит, в случае, если у вас васкулит, системная красная волчанка, ревматоидный полиартрит, в случае, если у вас есть какие-либо плохие состояния сейчас, то есть у вас там гепатит в стадии обострения, туберкулез в стадии обострения, там энцефалит и так далее, и вы болеете какими-либо еще дополнительными генетическими заболеваниями, там синдромами, синдром Жильбера, Коновалова-Вильсона и так далее. То есть в случае, если у вас сейчас стадия обострения шизофрении, у вас сейчас стадия обострения маниакально-депрессивного психоза, биполярных состояний маниакально-депрессивного психоза, там какие-либо отклонения шизоидные, неврозы, бессонницы и так далее, то вам перед тем, как сделать прививку, даже обязательную, хорошо было бы обратиться к терапевту. Пусть терапевт скажет и возьмет на себя ответственность, можно ли вам в данном случае делать прививку. В случае, если терапевт дает заключение, что вы в случае какого-либо заболевания не можете делать прививку, вы берете в данную выписку, идете к себе на работу и показываете ее вашему работодателю. И говорите, что терапевт с фамилией такой-то запрещает мне по состоянию моего здоровья вот в данный период времени делать мне специальную вакцинацию. И на этом все заканчивается. Специальная вакцинация в таком случае вам принудительно делаться не будет, и на вас будут закрывать глаза. Я говорю вам это, потому что это, как бы разумная медицина, и это не нарушает никакие законы. Даже когда говорят, это принудительная, то она принудительна, но она как бы подразумевает поход к терапевту, и после чего осмотр терапевтом человека, и в случае, если у него нет хронических или тяжелых заболеваний, онкологических заболеваний, такую прививку ему можно делать. В случае, если у человека есть туберкулез там 3-4 степени, гепатит С, в случае, если у человека синдром иммунного дефицита и так далее и тому подобное, то необходимо взять у терапевта выписку о том, что вы этим болеете, где он напишет, что я не советую делать вам вакцинацию в данном случае и так далее. Или наоборот напишет, что вакцинацию делать разрешают, так как это безопасно для вашего состояния здоровья. Вот в этом случае вакцина вам подойдет. Но вы понимаете, в ином случае это может оказать дополнительно ухудшить ваше состояние, и в дальнейшем вы сможете себя чувствовать хуже. Нельзя заставлять людей делать вакцину. Это должно происходить грамотно. Нельзя умалчивать, что вакцина может послужить стартом для появления обострения хронических заболеваний. И это врачи все знают, включая тех людей, которые являются вирусологами. Это как раз одна из тех проблем, которая возникла в тот момент, когда политика или когда политики начали лезть в медицину. Пусть медициной занимаются медицинские работники. Их этому
подготавливает, их этому обучают на протяжении многих лет, и пусть они занимаются своим делом. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать, что это как бы не особо хорошо для самих политиков, потому что создавая вот такие принудительные системы вакцинации, создавая вот такие принудительные системы, где заставляют людей и популяризируют вакцинацию, они нарушают ряд конституционных прав человека, среди которых есть свобода выбора, свобода вероисповедания, свобода слова, ну и так далее. То есть это просто нарушение конституционных прав. Ну и, конечно же, это они делают не закономерно, они это делают по незнанию, видимо. Ну а те люди, которые являются министрами здравоохранения, должны, наверное, говорить о том, что вот такую вакцинацию производить нельзя всем подряд, и точно это нельзя делать с помощью насилия и принуждения. Алена. Здравствуйте, Андрей. Спасибо за ваш труд. На днях сделала УЗИ желчного. Из 3 камней остался только 1, и тот очень уменьшился. Большое спасибо вашему Лунгину или Калила. Сейчас мучаюсь от люмбалгии. Сказали, что это так называется. Да, я понимаю. Не могу встать на ногу. Ходить не могла. Иногда сидеть, лежать было больно. Выписали нестероидные препараты. Боль стала меньше, но не ушла совсем. А вот приступы желчного стали очень частыми. Сейчас объясню почему. Подскажите, пожалуйста, как вылечить люмбаго, не вредя желчному? Дело в том, что нестероидные препараты, которые вы принимаете, допустим, там Мавалис, Мелоксикам, ну или какие-либо еще, их там целый ряд на сегодняшний день есть, там Афиду. Эти все нестероидные препараты, они имеют побочный эффект. Они чрезвычайно увеличивают кислотность в двенадцатиперстной кишке, что в свою очередь провоцирует закрытие желчного пузыря и, в общем-то, ухудшение состояния желчного пузыря, но и очень ухудшает состояние двенадцатиперстной кишки. Очень часто применение нестероидных препаратов как раз и приводит к появлению язвенного заболевания двенадцатиперстной кишки. Если почитать аннотацию к применению нестероидных препаратов, там об этом все сказано. О том, что есть ряд побочных эффектов, среди которых, конечно же, это нарушение деятельности и появление язвенного заболевания двенадцатиперстной кишки. Как можно с этим справиться и что делать? Я рекомендую вам не отменять в данном случае пока препараты. То, что у вас болит сейчас, по вашему мнению, желчный пузырь, знайте, это скорее всего у вас болит двенадцатиперстная кишка. Поэтому вам необходимо обратить внимание на это. Как снизить кислотность в двенадцатиперстной кишке, применяя нестероидные препараты, я рекомендую использовать печеный лук. Запеките в кожуре лук в духовке, нарезайте его кусочками, съедайте по где-то 1-2 грамм на протяжении дня вот такого печеного лука, особенно с применением нестероидного препарата. Это снизит кислотность в двенадцатиперстной кишке и улучшит общее состояние. Не будет у вас оттока ни желчи, ни тяжелых таких состояний, ничего. Или еще семя льна, 1 столовая ложка порошка семени льна на 1 стакан кипятка. После того, когда остывает, чайной ложечкой медленно съедайте вот этот состав. Это тоже полечит вам двенадцатиперстную кишку. Кстати, хотелось бы сказать, что витаминизированный шрот семян льна на сегодняшний день начала выпускать и продавать наша компания. Вы можете приобрести. Женя, как оно у нас называется? Ну, не шрот, а вот из семян льна я привозил в банках. Порошок из семян льна, можете обратиться к оператору, они помогут вам найти. Можно принимать, у нас есть порошок из семян льна и порошок из семян тыквы. Порошок из семян тыквы как противогельминтное средство, порошок из семян льна как средство для улучшения состояния двенадцатиперстной кишки, если так можно сказать. Ну что ж, отвечу все-таки, что делать с люмбаго. Существует простой такой способ, который очень помогает. Ну, из моих мазей, конечно, мазь Габбана, она бы быстро убрала вот такое люмбаго. Но существует еще более такой народный способ. Это применение
берется одно яйцо сырое в кожуре, заливается уксусом, стоит 2-3-4 дня, после чего пробивается, в блендере измельчается и натираете место там, где у вас люмбага. Пусть вот этот состав у вас стоит целый год, его можно использовать многократно. Им можно пользоваться как мазью, смазывая грибок, грибок сходит. Его можно использовать как мазь при нейродермите, при красных воспалениях, при красном лишае, но особо себя зарекомендовал вот такая жидкость или вот такой, можно его назвать коктейль, при заболеваниях неврологических. То есть это люмбага, это воспаление тройничного нерва, натирать. Также нужен какой-нибудь неврологический препарат, который, к сожалению, вам не назначили. Я рекомендую использовать, знаете, какой можно использовать? Можно полтаблетки фенлепсин. Один раз в день, это уберет у вас вот такое воспаление неврологическое. Далее, что можно использовать при люмбаго? Как можно люмбаго полечить? Нужно найти железную какую-нибудь толстую пластину, чугунную, и голой попой, извиняюсь, на ней посидеть, так чтобы тепло все ушло туда, и делать это на протяжении дня 3, 4 или даже 5 раз в день. Кстати, сейчас вспомнил, те люди, у которых есть проблема с памятью, у которых появляется тремор рук, у которых есть проблема зрения, там, шум в ушах, таким людям необходимо увеличить употребление морских водорослей, а также моллюсков. В моллюсках, особенно осьминоги, и в моллюсках кальмаре и мидиях находится большое количество меди. И вот очень рекомендую использовать тем людям, у которых есть потеря зрения, потеря памяти, употреблять в достаточно большом количестве вот такие моллюски. По поводу препарата Лунглин или Калила. Это не первый случай, когда употребление двух препаратов Лунглин или Калила на протяжении 2-3 месяцев полностью устраняют камни из желчного пузыря. Наша медицина традиционная говорит о том, что растворить камни в желчном пузыре невозможно. Продавая данные препараты на протяжении уже более 10 лет, я могу прямо утвердительно, 100% гарантированно утверждать, что употребление препарата Лунглин или Калила достоверно, 100% на протяжении 2-3 месяцев убирает полностью все абсолютно существующие камни из желчного пузыря. Именно поэтому рекомендую использовать данный препарат, не прибегая к оперативному вмешательству. Данные препараты так устроены, что они не вызывают оттока желчи, не ухудшают состояние желчного пузыря, не приводят к спазмированию желчных протоков, помогают справиться с желчными протоками, расслабляя, в случае, если есть спазм желчных протоков или общую дискинезию желчных протоков, для того, чтобы желчь двигалась беспрепятственно. И, в общем-то, принимая данные препараты, я могу гарантировать беспрепятственное улучшение работы желчного пузыря и в дальнейшем очищение его от камней без тяжелых последствий. То есть это происходит не путем желчегонного действия, не путем активного выталкивания камней, которое может привести к потере желчного пузыря, ну и, в общем-то, к очень тяжелым проявлениям самых тяжелых заболеваний. Марьяна Королевская. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ваши препараты чудо, спасибо. Принимаем всей семьей, очень довольны. Мой вопрос, чем помочь? У сына постоянно влажные руки, возраст 16 лет. Постоянно влажные руки — это принципиально развитие дистонии. В нашей компании есть препарат, называется Дитарекс, и второй препарат Морбустоп. Пусть принимает по 2 таблетки 3 раза в день. Также необходимо полностью убрать продукты брожения. По моему мнению, употребление пива и употребление кваса может ухудшить состояние вашего ребенка и в дальнейшем может привести к выраженному синдрому
к выраженному синдрому судорожному. То есть это может произойти. Для того, чтобы судорожного синдрома не было и он не формировался в генерализированный приступ, я рекомендую использовать препарат Морбустоп и препарат Дитарекс. По 2 таблетки 3 раза в день на протяжении 2-3 месяцев заметно улучшится общее состояние. Рекомендую еще использовать и чай моей компании, заваривая чай Дитарекс, принимая его 2-3 раза в день. Елена. У девочки 9 лет обнаружили врожденную патологию глаз. Диагноз гиперметропия век. Ага, нет, гиперметрофия вел, степени референтная биопатия, степень ОС. Гиперметропия слева, степени левый глаз 5,25, правый 1,75. Андрей Андреевич, пожалуйста, помогите, какие препараты ТФ необходимо ребенку для восстановления зрения. Итак, для того, чтобы понимать, с чем связана у человека проблема зрения, необходимо открыть тибетскую медицину, которая говорит о том, что проблемы печени очень часто проявляются в виде того, что у ребенка проявляются вот такие моменты. Очень часто у детей происходит нарушение обмена или усвоения аргинина, и аргинин не усваивается, и появляется аммиак. Аммиак-ацетон с ацетоноуксусной кислотой — это те вещества, которые поражают слизистую оболочку мозга, поражают глаза и приводят к данным заболеваниям. Именно поэтому есть 2 варианта хода заболеваний и 2 варианта лечения. Первый вариант лечения — это использование препарата для печени, который называется ГВИ, который устранит герпевирусную инфекцию по 1 таблетке 2 раза в день. Второй препарат называется гипофит. Это препарат, который устранит билирубин высокий по 1 таблетке 2 раза в день. Третий препарат называется орнитин, L-орнитин. Он называется у нас гепакс, извините, гепакс. Пол чайной ложки на стакан воды 1 раз в день. Второе. Улучшить зрение поможет еще и снижение ацетона. Снижение ацетона необходимо снижать препаратом глюконорм. 1 таблетка 2 раза в день. Альфа-липоевая кислота 1 таблетка 2 раза в день. И для улучшения состояния глаз препарат Отофит и препарат Мнемонорм по 1 таблетке 2 раза в день. Вот такими препаратами и полечим. И давайте еще раз перечислю. Итак, гепакс пол чайной ложки на стакан воды 1 раз в день. ГВИ, гепофит 1 таблетка 2 раза в день. Альфа-липоевая кислота, глюконорм 1 таблетка 2 раза в день. Отофит и Мнемонорм по 1 таблетке 2 раза в день. Ну и последний вопрос, и будем заканчивать. Галина Зубкова. Мне 76 лет, но верю, поезд не ушел. Согласен. Лет 5 назад мое состояние резко изменилось. Как говорят в народе, как иголку съела. Вот, сколько ни пытаюсь, не могу восстановиться. Вес сильно снизился. Ем, а толку нет. В туалет сходишь, дышать нечем. Угу. Помогите, пожалуйста, вашими препаратами. Очень благодарна за ответ. Смотрите, скорее всего у вас развивается анемия, а также это говорит о том, что у вас скорее всего не усваиваются белки. И что необходимо делать? И почему белки не усваиваются? Если белки не усваиваются, то азот не попадает в ваше тело. И это приводит к тому, что появляется вот такая ригидность. Она проявляется как ригидность мускулатуры желудочно-кишечного тракта, гладкой мускулатуры и так далее. И после также спазмирует толстую кишку. И это приводит вот к тем ощущениям, которые у вас происходят. Также толстая кишка становится как труба, гиперемируется и в дальнейшем может выводить больше жидкости, чем вы употребляете. Каким образом это все необходимо устранять? Итак, первое. Четверть таблетки нитроглицерин на протяжении дня 1-2 раза в день. Второе. Четверть таблетки или полтаблетки валидол ложить в рот, делать глубокие вдохи и выдохи, находясь на улице.
Третье. Принимать препарат моей компании железо. 1 чайная ложка 2 раза в день. Гепакс 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Каолин 1 столовая ложка на пол-литра воды, выпивать по полстакана 3-4 раза в день. Препарат Гормонорм по 2 таблетки 3 раза в день. В интернете вы можете заказать препарат, который называется Гейнер. Гейнер. Это не в нашей компании продается. Это препарат спортивного питания. Препарат спортивного питания Гейнер — это препарат, который поможет вам увеличить ваш вес. Там находятся быстро усваиваемые углеводы, и они помогают очень быстро и очень эффективно набрать вес. Рекомендую его, Гейнер, покупать совместно с аминокислотами БЦА. То есть Гейнер и БЦА в одном виде. Принимайте вот такой Гейнер и БЦА, разводя просто в воде, от этого наберете вес и быстро это сделаете. Но обязательно мои рекомендации по употреблению железа и мои рекомендации по употреблению нитроглицерина используйте. Это действительно улучшит, на 100% улучшит ваше состояние. Маша Звягина. Здрасте, Маша. Подскажите, какие препараты приобрести для мамы с учетом того, как катастрофическое беспокойство и нежелание лежать, рентгенологические признаки выраженных дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника, остеохондроз, спондилоартроз, деформирующий спондилез, межосистого нейроартроза, болезнь Бострупа, знаю такое, крестцово-подвздошного артроза, антелистез, 3-4 остеопороз, L4. Итак, смотрите, у вашей мамы сейчас формируется остеопороз. Когда формируется остеопороз, то костная ткань видоизменяется. Она видоизменяется так, что происходит перенос центра тяжести в организме на более нижние отделы. Из-за этого происходит появление и нагрузки на тазобедренные суставы и так далее. На первое место необходимо ставить возможность устранения остеопороза, иначе состояние будет ухудшаться. Чем? Итак, первое. Необходимо начать принимать препарат коллаген по 2 таблетки 3 раза в день. Далее препарат цитрокальцимин по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. 1 столовая ложка каолина на 2 стакана воды 1 стакан 1 раз в день. Или пол столовой ложки на 1 стакан воды можно 1 раз в день. Далее мицни кистки 2 таблетки 3 раза в день. Смазывать ей вот тем бальзамом, о котором я рассказывал, с яйцом, позвоночник и бедра, там, где у нее есть состояние боли. Помните, я говорил, яйцо в кожуре залить уксусом и вот этим всем ее натирать. Также натирать ее маслом сливочным, натуральным, вот в тех местах, где болит. Также обвязать ее лентой, фиксирующим бинтом, там, где болит, но предварительно этот бинт смазать сливочным маслом. Это все снимет у нее боль. Использовать препарат вертебрализ, мазь вертебрализовую, и использовать препарат габана для снятия боли. Аж вот таким тяжелым лечением можно улучшить ее состояние. К сожалению, по-другому никак. Естественно, будет очень болеть. Для того, чтобы меньше болело, лежать на иголках аппликатора Кузнецова или аппликатора, какие там еще есть, Иванько. То есть использовать вот эти аппликаторы с иголочками, так делать медовые массажи в местах боли, это все очень поможет. Ани Джилашвили. Дочке 14 лет, в феврале начали болеть кости и мышцы. Водили к ревматологу, анализы чистые генетически делали, нигде ничего нет. Потом начали болеть глаза, дистрофия, сетчатки, сухость. Еще начались боли в животе. Врачи лечат только местный симптом. Подскажите, что у нее? Не может до конца выздороветь, что с ней? А объективно ваш ребенок болеет неврозами, и у нее формируется синдром эпилептического характера. Вам необходимо идти к эпилептологу и неврологу.
Потому что то, что вы описали, это исключительно неврологические заболевания. И это совсем не связаны ни с чем. Когда кости и мышцы болят, а также мигрени появляется, это все эпилептические формы. Возможно, это фокальные дистонии или какие-либо другие дистонии, либо это вегетодистонии, либо это даже начало каких-либо таких мезоаморфных форм этих эпилептических, но может быть без развития генерализированного приступа и тогда судорожные просто явления. Чем можно полечить? Однозначно увеличением употребления кальция, однозначно увеличением употребления железа. Из моих препаратов Morbus Stop 2 таблетки 3 раза в день, Ditarix чай 2-3 раза в день, Миграфит 2 таблетки 3 раза в день. Следить за тем, чтобы не худела, а набирала вес. Далее от невроза Паставит, Ditarix, Morbus Stop по 2 таблетки 3 раза в день. Увеличить количество сна на 2 или даже 3 часа. Спать раньше, без телефона и так далее. То, что глаза болят, и то, что сухость, это проявление похудения, это она худеет, скорее всего. Обратите на это внимание. Возможно, есть какая-либо, может быть, невроз, там, связанный с тем, что она вынуждена совершать какие-либо поступки, которые, возможно, о которых вы не знаете, то есть там контролировать свой вес необычным способом, употреблять там препараты для формирования, для стимулирования работы кишечника, там диарейные препараты или там что-либо еще. Понаблюдайте за ребенком. Пусть набирает вес. Обязательно боль в животе и так далее у здорового ребенка внезапно является следствием того, что ребенок может специально ходить в туалет, там, блевать. И это может быть неврастении какой-либо, которая связана с тем, что она считает себя полной, что ей необходимо худеть. Это все в дальнейшем приводит к недополучению витаминов, минералов, как правило, железа, как правило, кальция. Они быстрее всего выводятся. Ну и это все происходит на фоне похудения, резкого похудения. И все, что вы описали, это как бы синдромы развивающегося неврастенического синдрома. Поэтому давайте препараты от судорожных проявлений, давайте магний, давайте Morbus Stop, давайте Ditarix, давайте железо, в моем препарате железо, давайте цитрокальцимин или кальций карбонат и следите за тем, чтобы ребенок набирал вес. Увеличить количество сна. Давайте препарат Миграфит еще. На этом наша трансляция закончилась. Я надеюсь, вам трансляция понравилась. По моему мнению, она получилась у нас такой интересной, глубокой, обширной. Естественно, невозможно ответить на все вопросы, которые вы задаете, но я стремлюсь к этому. Большое спасибо. С вами был Андрей Андреевич Дуйко. Вы можете задавать свои вопросы под данным видео. Я их буду переориентировать или перенаправлять нашим операторам, и они смогут с вами связываться. В случае, если вам необходима консультация, напишите под данным видео, мне необходима консультация, я вам отправлю телефоны консультантов прямо под данным видео в комментариях, и вы сможете выбрать для себя те препараты, которые необходимы из нашей компании, и в дальнейшем помочь себе физически, психически и так далее. С вами был Андрей Дуйко. Быть здоровым легко, поможет вам